«Кабинет доктора Каллигари» — это немой фильм 1920 года выпуска, который заложил собою основы немецкого экспрессионизма в плоскости кино и оказал мощнейшее влияние на весь мировой кинематограф в целом. Но обсуждать сюжет, да и сам фильм в общем, мы, конечно же, не будем, так как это, разумеется, не наша тематика, и данный фильм я упомянул лишь в той связи, что он стал идейным вдохновителем новой игры на ZX Spectrum от команды Team Mortis, которая называется «Чезаре Сомнамбула», о которой сегодня и пойдет речь. Привет, комрады! Чезаре Сомнамбула — это новая игра на спек, сделанная в 2024 году на движке Rage 1, в которой явно чувствуется влияние экспрессионизма и вышеупомянутого фильма. Игра имеет довольно стильную графику, атмосферную музыку и целостный лор и сюжет. Впрочем, о лоре и сюжете давайте поговорим более конкретно. Наш герой — это некий ходящий во сне человек по имени Чезаре, или, если вам угодно, Цезарь, находящийся под полным гипнотическим контролем доктора Каллигари, который пользуется своим пациентом, или даже скорее подопытным, в корыстных целях и показывает его на городских ярмарках. Протагонисту, естественно, все это совершенно не нравится, и Цезарь пытается вырваться из-под ментального контроля злого доктора и избавиться от его гипнотического влияния. Атмосферно проиллюстрированное интро повествует историю с криминальным душком, в финале которой Чезаре оказывается в психиатрической клинике, где и начинаются наши приключения. Итак, главному герою нужно выбраться из психушки, найти улики, свидетельствующие о том, что доктор Каллигари преступник, отнести их в полицию, затем добыть неопровержимые доказательства его вины и таким образом снять с себя подозрение в убийстве, о котором нам поведали в интро. В игре имеется две различных концовки, плохая и хорошая, и только нам решать, как сложится судьба Чезаре. Впрочем, сюжетная развилка располагается практически в самом конце игры, и основную часть игрового процесса она не затрагивает. Основное, зачем нам нужно следить по ходу прохождения, это то, чтобы не заснуть, так как если наш герой заснет, то доктор обретет власть над его сознанием, и, соответственно, мы получим заслуженный гейм-овер. Короче, это такой своеобразный вариант таймера. Для поддержания себя в бодрствующем состоянии Цезарю нужно периодически подзаряжаться какими-то препаратами, попадающимися на карте, чашками кофе, а ближе к финалу, найдя ступу, пест и кофемашину, Чезаре получит возможность варить себе кофе самостоятельно, находя на своем пути кофейные зерна. Главное тут не глотать все бездумно, но принимать бодрящие препараты и напитки по мере надобности, чтобы у ГГ хватило сил не заснуть в течение всей игры. Благо, вернуться за невзятым айтемами можно всегда. Меня сильно радует то, что в этой игре нет сраного респавна и портящего все бесконечного мочилова, как, к примеру, в одной тоже довольно-таки атмосферной новодельной спектрумовской гамесе, которую я обозревал в не столь отдаленном прошлом. Из любопытных особенностей здесь можно отметить смену дня и ночи, и хотя графически данный процесс, кроме как на статус-баре, не отображается никак, тем не менее, данная игровая механика непосредственно влияет на игровой процесс, то бишь в зависимости от времени суток могут открываться и закрываться проходы, двигаться мебель и все в таком духе. Интересно то, что хотя графика в игре в основном отображает реальный мир, тем не менее на некоторых экранах Чезаре явно нагребает и все скатывается в какой-то психоделический сюр. Кстати, у нашего героя иногда в голове рождаются мысли, которые выскакивают на экране. И чтобы увидеть последнюю мысль Цезаря, нужно нажать на клавишу L. Это может быть полезно, и я это понял не сразу, хотя об этом и написано в описании. Но кто же его читает-то? Хотя вот в свое оправдание могу сказать, что на стартовом экране игры написано абсолютно обо всех клавишах управления, включая включение-отключение музыки и паузу, но вот о клавише L не сказано ровным счетом ничего. Так что вариант «сам дурак» здесь работает не на все 100%. Перво-наперво нам нужно найти ключ от кухни, где мы можем взять нож, чтобы защищаться от собак и прочих противников.
Хотя, честно говоря, я даже не уверен, является ли это прям необходимостью, так как уже было сказано, мочилова тут особого нет, враги не респавнятся, их немного и их всегда можно обойти стороной. Да и в принципе, после того, как мы дойдем до полицейского участка, нож у нашего героя отберут и вторую половину игры ему anyway придется проходить в полностью беззащитном состоянии. Кроме того, по большому счету, основным врагом в игре, наверное, является сонливость героя, то есть таймер. Вот это да, это важно, а противники в игре — это второстепенно. Так вот, когда мы возьмем нож и, дождавшись правильного времени суток, заимеем кусачки, можно выбираться из психушки и, пройдя через лес, направляться в город. В лесу, к слову, попутно нужно будет найти газету и дневник доктора Каллигари, который мы предъявим полицейскому в качестве улики. Ну а после того, как все вышеперечисленное будет сделано, мы получим от представителя силовых структур поручение найти куклу-марионетку, при помощи которой якобы злой доктор и совершил убийство. Все три части куклы находятся в цирке, но прежде чем заниматься их поисками, я бы посоветовал найти в домах ступу, пест, а в магазине забрать кофемашину, чтобы можно было варить себе кофе самому. В общем, после того, как мы находим все три части куклы, их нужно отнести в дом злобного доктора, туда явится полицейский, увидит доказательства и подозрения с Чезаре будут сняты. С этого момента у ГГ пропадает сонливость, и последнее, что нам остается сделать, это покинуть негостеприимную местность и обрести свободу. И вот здесь и имеет место быть то самое разветвление сюжета, которое и приводит к различным концовкам. В одном из вариантов развития событий Чезаре уходит и становится по-настоящему свободным, а в другом же возвращается в психиатрическую клинику, где натыкается на доктора, который, осмотрев Чезаре, решает, что тот душевно больной и закрывает его в психушке окончательно и бесповоротно. В общем, как со всем этим быть и какую судьбу выбрать для протагониста, решать нам и только нам. Ну а что же касается музыки, да и вообще звукового оформления в целом, то я оцениваю данный аспект игры как выполненный на довольно-таки высоком уровне. На титульном экране звучит достаточно крутая биперная музяка. А в самом игровом процессе музыка, естественно, звучит через чип AY, и музыка эта тоже прям-таки неплоха. Кстати, на странице игры написано, что музыка в игре является трибьютом к классическим готическим командам, таким как The Cure, Bauhaus и The Passions. Сам я ничего по данному поводу сказать не могу, так как подобную музыку не слушаю и совершенно не в теме вышеперечисленных групп. Но еще раз отмечу, что музыка в игрушке годная. Кроме того, здесь имеется довольно неплохо звучащий оцифрованный спич. Ну и еще вдогонку добавлю, что игра работает только на 128 килобайт, 48-й версии нет. Но давайте уже делать определенные выводы. Не знаю, каким умозаключением пришли вы, исходя из увиденного и услышанного, но, на мой взгляд, игра годная во всех отношениях. Да, геймплейно она на любителя. Да, очевидно, зайдет далеко не каждому, но если отбросить в сторону вкусовщину, то как сухой факт можно констатировать то, что во всех аспектах игра выполнена на довольно высоком уровне. Да, это не какой-то заоблачный уровень, но тем не менее, давайте признаем, объективно все довольно-таки хорошо. В плане лора и сюжета игра целостна и атмосферна, чувствуется, что авторы подошли к делу с душой и тематика им очень интересна. Графика также довольно стильная, музыка, как я уже сказал, хороша, ну а геймплей ненапряжный и приятный. Хотя, опять же, зайдет не всем. Короче говоря, я характеризую игру Чезаре Сомнамбула как игру годную, хотя и не срывающую звезд с неба, но... Тем не менее, сделать целостную и играбельную игру на Spectrum получается далеко не у всех. А вот у команды под названием Team Mortis, на мой взгляд, это вышло и вышло весьма неплохо, за что им, конечно же, респект. Ну а всем моим спонсорам, донатерам и патронам огромнейшая благодарность. Покедова!
Особую благодарность выражаю таким людям: Андрей Угольник, Drankfly, Snout81, Вариат, Игорь Сокол, EDF, Александр Бережной, Александр Лешук, Арт, Crazy Animal, Сайбер, Юджин Троунев, Никита, Александр Ковалчук, Сергей, Соль по вкусу, Василий Харужик, Василий Селиванов, Маша и Серега, Владимир Шевченко, Александр Веприк, басист Аксель, Замант, Сир Вулкан, Полтер, Сергей Добров, Виктор, Ден Винницкий, Игорь Овчинников и всем тем людям, чьи имена и ники вы сейчас видите на своих экранах. Спасибо, камрады!